В армянской истории Гаригин Нжде – один из самых ярких идеологов и общественных деятелей. Он сочетал в себе талант полководца, мыслителя и политика. Его жизнь и деятельность сделали его одним из величайших героев Армении. Перед началом напомню, если вам нравится контент, поддержите канал лайком и подпиской. Финансово помочь можно через Boosty для стран СНГ, Patreon для международной аудитории или разово через Donation Alerts. Гаригин Нжде родился 1 января 1886 года в селе Казнут Нахичеванского уезда. Рано потеряв отца, сельского священника Егиши, он остался на попечении матери Теруи. В семье было 4 детей, и Гаригин был младшим. Начальное образование он получил в русской школе города Нахичевана, затем продолжил обучение в Тифлисской русской гимназии. В возрасте 17 лет, еще будучи гимназистом, Нжде примкнул к армянскому освободительному движению. После окончания гимназии поступил в Петербургский университет, где учился на юридическом факультете. Однако, проучившись 2 года, он оставил учебу, полностью посвятив себя делу армянской революции. В 1906 году Гаригин Нжде отправился в Болгарию при содействии армянского революционного деятеля Ростома Зарьяна, и по рекомендации руководителя Македонского освободительного движения он поступил в Софийское офицерское училище. В 1907 году, успешно окончив обучение, Нжде вернулся на Кавказ. С 1907 года Нжде вступил в ряды партии армянской революционной Дашнактютюн в качестве помощника известного партийного деятеля Самсона Тадевасяна. Он участвовал в персидском революционном движении. В 1909 году с целью поставки оружия и боеприпасов он снова вернулся на Кавказ, где был арестован царской охранкой. Проведя более 3 лет в тюрьмах, начиная с Джульфы и заканчивая Петербургом, Нжде затем вновь уехал в Болгарию. В 1912 году, с началом Первой Балканской войны, армяне, желая сражаться с Турцией за освобождение Македонии и Фракии, создали добровольческую роту в составе болгарской армии. Руководство ротой возглавил Андроник Нжде. Нжде был ранен в ходе боев, однако рота успешно участвовала в сражениях и получила признание болгарского военного командования. В 1913 году рота была расформирована, отказавшись участвовать во Второй Балканской войне. Во время Балканских войн между Нжде и Андроником возник спор из-за разделения полномочий, что привело к разделению роты на 2 группы. Однако в октябре 1913 года Нжде направил заявление в Балканский центральный комитет партии Дашнактютюн, объявив о завершении конфликта с Андроником. Накануне Первой мировой войны Нжде получил прощение от царского правительства с условием участия в войне против Турции и вернулся на Кавказ. В начале войны он занимал должность заместителя начальника 2-го армянского добровольческого полка, а позднее руководил отдельной армяно-езидской воинской частью. В 1917 году Нжде с небольшим отрядом прибыл в село Когб и спас местное армянское население от резни. Весной 1918 года он вел бои в Валадже, что позволило отступающим армянским частям без потерь достичь Александрополя. Также Нжде организовал эвакуацию археологических находок экспедиции Николая Мара и за ней в безопасное место, тем самым сохранив ценные артефакты для истории. Приближался май 1918 года и решалась судьба армян. Вступив в сражение с турецкими войсками в Александрополе, Нжде с группой своих бойцов отступил до Каракелисы, где уже собрались армянские беженцы. Многотысячная толпа находилась в панике. Местное население также с тревогой ожидало наступления турок. В этот критический момент, когда отчаяние охватило людей, раздался спасительный голос Нжде. Его речь, произнесенная во дворе Дилижанской церкви, вдохновила отчаявшихся, дала им силу и решимость, зажгла в их душах надежду и побудила их к священному сражению. 3-дневное героическое сражение при Каракелисе стало моментом, когда армяне утвердили свою волю к жизни. Роль Гаригина Нжде в пробуждении коллективной воли народа невозможно переоценить. За участие в этом сражении, где он был ранен, Нжде был удостоен ордена за храбрость высшей степени. После провозглашения Первой Республики Армения в конце 1918 года Нжде был назначен уездным начальником Нахичевана, а в августе 1919 года командующим вооруженными силами Капана, Аревика и Гахтана. В августе 1920 года военный министр Республики Армения Рубен Терминасян, согласно заключенным с большевиками перемирию, телеграфировал Нжде с приказом оставить Капан и Генвас и отправиться в Ереван. Однако Нжде, отказавшись выполнить этот приказ о сдаче Зангезура,
Зангизура не согласился также на предложение Дро уехать в Ереван на лечение. Он решил остаться в Сюнике и не покидать своих соратников. В эти трудные дни у НЖД возникла идея создания клятвенных союзов Давидбека. 25 августа 1920 года в церкви села Каварт, недалеко от Капана, воины НЖД поклялись именем Давидбека оставаться верным делу освобождения родной земли, своему командиру НЖД и сражаться до последнего дыхания. Раскрыв турко-большевистский заговор и не согласившись с пассивной позицией правительства Республики Армения, которое соглашением с Москвой фактически делало первый шаг по передаче Зангизура Азербайджану, НЖД продолжал борьбу и после советизации Армении в декабре 1920 года провозгласил себя самоуправляемым. В январе 1921 года Дро из Баку отправил НЖД телеграмму, предлагая ему принять советизацию Зангизура, уверяя, что в этом случае Советская Россия благосклонно относится к Армении и защитит интересы армянских трудящихся. Однако НЖД не покинул Сюник и продолжил бороться. В 1921 году в Горите была издана книга НЖД «Хуступские зовы», содержащая призывы к армянам-горцам и наставления для воинов. Благодаря выдающимся военным и организаторским способностям, а также мастерству вдохновления оратора, НЖД сумел создать сплоченную народную армию, готовую по его приказу броситься в бой. Он также смог одержать победу над легендарным командиром Красной армии Курышко, начальником кавалерии 11-й Красной армии, которая прежде разгромила армии Деникина, Колчака и Врангеля. После поражения февральского антисоветского восстания 1921 года около 12 тысяч человек, 4 из которых были военнослужащими, спасаясь от красного террора, отступили в Сюник. В апреле 1921 года была провозглашена Республика Горная Армения, и премьер-министром стал НЖД. 1 июня по инициативе правительства Республики Армения, перебравшегося в Зангизур, Горная Армения была переименована в Армению, и Симон Вратян стал ее премьер-министром. А НЖД остался на посту главнокомандующего. Новое руководство совершило несколько грубых ошибок, из которых самой роковой стало разрешение на поселение 3000 турок-татар в Сисиане, как кочевников, которые на самом деле были заговорщиками, а отступившее из Еревана войско добровольно сдалось Красной армии. В этих условиях, с одной стороны, советизация Грузии и Армении, отступление араратских беженцев в Сюник, в том числе преждевременное бегство интеллигенции и молодежи в Персию, что оказало деморализирующее влияние на местное население. С другой стороны, нехватка зерна и продовольствия, разногласия между административными и военными органами, ситуация становилась все более тяжелой. Чтобы избежать дополнительных притеснений, которые могло подвергнуться население Советской Армении, а также учитывая, что в июне 1921 года большевистское руководство Армении объявило о присоединении Зангизура к Советской Армении, Горная Армения в июле 1921 года уступила власть Советам. Покидая Зангизур, НЖД заверил горцев, что он вернется, если Сюник, вопреки обещаниям, будет включен в состав Азербайджана. Свое заявление Ревкому Советской Армении, не зная поражений, он завершил предостерегающими словами. «Знаете, что при желании я всегда смогу с несколькими десятками воинов вновь завоевать Лерна-Аястан. Чтобы трудовое крестьянство края не было вынуждено снова призвать меня на помощь, постарайтесь удовлетворить справедливые требования армянских крестьян и интеллигенции». В течение 2 лет непрерывных войн Сюник потерял всего несколько десятков воинов, в то время как противник понес потери в 12 тысяч убитых солдат. Почти 200 сел, заселенными турками и татарами, были возвращены армянским крестьянам. В июле 1921 года НЖД покидает Зангизур и уезжает в Тавриз. Здесь его разногласия с бюро Даштак-Тютюн, начавшиеся еще во время сюникских войн, обострились. На Берсидском берегу реки Аракс несколько человек из руководства Даштак-Тютюн, в том числе министр продовольственного снабжения Акоп Теракопян, были избиты в присутствии НЖД, а офицер-член Дашнакской партии Асланян был убит. В связи с этим бюро Даштак-Тютюн призвало НЖД ответить перед высшей судебной инстанцией партии. Хотя НЖД предоставил подробное объяснение причин падения Горной Армении, а также Совету министров Республики Армения и Атропатаканскому партийному комитету Даштак-Тютюн. В сентябре 1921 года партийный суд по предложению Симона Вратяна принял решение удалить НЖД из рядов Даштак-Тютюн и передать его дело 10-му общему собранию партии. В 1925 году 10-е общее собрание восстановило НЖД в рядах партии. В период пребывания НЖД в Тавризе англичане предложили ему вернуться в Армению и поднять восстание.
В это время население Ленкорани восстало против советской власти, но это предложение было отвергнуто. Прожив инкогнито в Тавризе около 4 месяцев, Нжде уехал в Болгарию и поселился в Софии. В 1922 году, находясь в Бухаресте, Нжде встретился с Варданом Георгианом и предложил ему написать книгу о событиях в Зангезуре 1919-21 годах, используя имеющиеся у него материалы. Книга была опубликована в 1923 году под названием «Героическая борьба Горной Армении». В 1923 году Нжде опубликовал в газете «Нор Аршалуйс» цикл статей под названием «Мой ответ. Почему я взял оружие против советского войска». В эти годы Нжде также подробно анализировал историю войн в Сюнике. В 1923-25 годах он опубликовал обширный цикл статей в бостонском журнале «Айреник». В 1924-25 годах он также писал для даштагской газеты, издававшейся в Плодвине. В частности, в 1924 году здесь были опубликованы отдельные главы из его книги, которая в том же году была издана в Каире под названием «Страницы из моего дневника». В 1926 году Нжде начал выступать в даштагской газете «Аракс», издававшейся в Софии, где были опубликованы его открытые письма армянской интеллигенции. В 1929 году эти письма были изданы в Бейруте отдельной книгой. Болгарская партийная организация Даштак-Тютюн разделилась на сторонников Нжде и бюро. Партийное бюро считало, что необходимо наладить отношения с Турцией. Ряд публикаций в армянской прессе, включая книгу секретаря бюро Рубена «Армяно-турецкая проблема», способствовали распространению такого настроения. В ответ на книгу Рубена Нжде в 1927 году издал в Салониках книгу «Борьба сыновей против отцов». Одновременно он напечатал несколько статей в еженедельнике «Азатамар», издававшемся в Париже в 1928-29 годах под редакцией Шаана Натали, а также в даштагской газете «Нор Аракс» в Болгарии. В 1932 году в журнале «Хровк», издающемся в Софии под рубрикой «Задачи духовного обновления», была опубликована основополагающая статья Горегина Нжде «Цигакрон как победоносная сила», в которой он писал: «Если по сей день наш народ получает лишь удары и трагически не способен дать отпор, причина в том, что он не живет как род. Цигакронутюн – вот панацея, без которой армяне останутся политически самой обездоленной частью человечества». Летом 1933 года, согласно решению 12-го общего собрания Даштак-Тютюн, Нжде отправился в США, где стал инициатором движения Цигакрон, и для его развертывания основал клятвенные союзы цигакронов. В программе уставе организации цель ее создания была сформулирована следующим образом: воспитать родопочитающее поколение, представители которого жили и действовали бы как подданные и воины своего рода, где бы они ни были и какое бы социальное положение ни занимали. До приезда Нжде в США там действовали различные армянские молодежные организации – Айордик, Вордик Аязганьяц и другие. Нжде, развивая движение Цигакрон, взял на себя трудное дело – объединение этих разрозненных союзов, создание единой молодежной организации, идеологию которой он изложил в цикле статей под рубрикой «Родовое пробуждение», напечатанных в бостонской газете «Айреник» в конце 1933 года. Необходимость развертывания движения Цигакрон была продиктована несколькими обстоятельствами. Это было время, когда в армянских диаспорах царили пораженческие настроения. Все ужесточалось межпартийными столкновениями, раскалывавшие нацию. Существовало еще одно важнейшее обстоятельство, обуславливающее необходимость движения Цигакрон – это политическое ренегатство нашего старшего поколения в вопросе отношения к Турции. Наши старые партии склонны были поставить крест на армянском вопросе и примириться с мыслью, что нужно отказаться от оставшихся в Турции армянских территорий и начать сближение с Турцией. Эта измена сделала бы нас в глазах молодого поколения презренным народом. Писал Нжде, необходимо было пробудить в лишенном родине армянине патриотическое чувство, чувство хозяина своей земли. В то же время движение Цигакрон ставило целью создать надежную духовную преграду большевистской безнравственной пропаганде. Естественно, что движущей силой такого духовного обновительного движения должна была стать молодежь, как наиболее динамичной и способной к обновлению часть общества. Поэтому движение Цигакрон имело целью превратить в общественно-национальное движение зарубежной армянской молодежи. А организация Цигакрон Ухтер должна была стать ядром общеармянской молодежной организации.
Прибыв в США благодаря несравненному организаторскому и проповедническому таланту Нжд, движение сразу же достигло большого размаха. Как писал Рубен Дарбинян, без привнесенного Горегином Нжд вдохновения, без его кипучей энергии, без зачаровывающего влияния его пленительной личности, вряд ли новое поколение армян в США сумело бы организоваться за столь короткое время. Благодаря этому движению воодушевленные им тысячи армянских юношей и девушек в Америке не только перестали стыдиться своего армянского происхождения, но и стали гордиться им. Первое представительское собрание Цигакрон Ухтер было созвано в июле 1933 года, после чего почти целый год организация действовала на нейтральной почве, вне партии. Состоявшееся в июне 1934 года в зале бостонского клуба «Айреник» под председательством Нжд первое депутатское собрание организации Цигакрон Ухтер постановила встать под знамя партии Дашнак Тютюн. Организация имела свою программу-устав и кредо Цигакрона. Членами организации были согласны с кредо армянские юноши и девушки. Ячейкой организации был УХТ, клятвенный союз, который должен был иметь не менее 7 членов. Руководящим высшим органом организации было Центральное правление, которое избиралось депутатским собранием. Последнее созывалось раз в год. На заседаниях Центрального правления присутствовал один из членов Дашнак Тютюн с правом одного голоса. Внутри клятвенных союзов соблюдалась строгая дисциплина. Между членами клятвенного союза действовал принцип «все за одного и один за всех». Организация Цигакрон Ухтер имела гармоничные взаимоотношения с Армянским Красным Крестом, студенческими союзами Дашнак Тютюн и другими подобными организациями, которые сочувствовали движению Цигакрон. Девизом организации было «Армению армянам». Официальными праздниками организации были День Цигакрона 14 января. Цигакроны обязаны были участвовать в мероприятиях Дня армянского траура 24 апреля, Дня независимости Армении 28 мая и Дня партии Дашнак Тютюн в октябре. На первом депутатском собрании организации Цигакрон Ухтер в качестве гимна был временно принят известный марш «Вперед, мученики!», а в качестве официального органа английский еженедельник «Айреник». Еженедельник «Айреник» издавался с марта 1934 года, имея целью ознакомить новое поколение армян хотя бы на английском языке с историей, с его культурой и уберечь от отчуждения. Благодаря этому изданию Горегин Нжд, совершенно не знавший английского, с его воодушевлением и магнетизмом смог воздействовать на молодое поколение и собрать под знаменем одной организации существующей там и здесь группы. Без еженедельника «Айреник» психологически подготовившего почву крепкой и сплоченной организации молодежи была бы невозможной. В противном случае, не говоривший по-английски, Горегин Нжд своими впечатляющими речами на красивом армянском языке не смог бы воодушевить молодое поколение. В США центром движения Цигакрон был Бостон. Цигакрон Ухтер действовали также в Чикаго, Детройте, Френзо и других американских городах компактного проживания армян. Организация имела отделения в Болгарии, в Софии, Пловдине, Варне, Бургасе и других городах, Греции, Франции, Румынии и других странах. Почему Нжд назвал организацию Цигакронов Ухт «Клятвенный союз», а не, скажем, группой? Обратимся к нему. Все великие деяния нашего народа совершены в результате клятвенных союзов, обетов его сынов. Завтра тот будет иметь готовых мужественно сражаться воинов, кто сегодня имеет ум. Понимая это, я в свое время организовал Давид-Бековские клятвенные союзы, которые полностью оправдали свое название. По тем же психологическим мотивам я назвал клятвенными союзами организованные в США группы цигакронов. Нет более негодного разумного существа, чем армянин без клятвенного союза, без обета. Армянин без обета бездушен, а бездушный армянин не предан, труслив. Осенью 1934 года Нжд вернулся в Болгарию, предполагая расширить движение Цигакрон и превратить его в общеармянское, общеколониальное. Он считал, что только обновившись в этом движении хозяев своей земли, армяне смогут объединиться. По этому поводу один из активных членов болгарской организации Цигакронов, Оник Зармуни, писал в 1936 году: «Нужно создать единый центр, чтобы воспитывать армянское юношество и молодежь, руководствуясь родовыми принципами и духом рода. Нам кажется, что история предоставила эту роль организации цигакронов. Нет более общей ценности, более общей идеи, чем род. Не имеем более жизнеспособной организации, чем Цигакрон Ухтер. Остается, чтобы организация цигакронов объединила в себе все культурные и спортивные союзы и стала общеармянским движением молодежи.
В эти годы российская иммигрантская антибольшевистская организация РОВС, Русский общевоинский союз в Болгарии, обратился к Нжд с предложением предоставить 2-3 людей для совершения убийства Сталина, но он отказался. Интересны также суждения Зармуни о взаимоотношениях Цегакрона и Даштнак-Тютюн, которые в те годы были довольно напряженными. Что бы ни говорили и ни писали, какие бы ржавые стрелы не пускались в новое движение, истиной является то, что Цегакранутюн – абсолютная необходимость как для армянства и айдата, так и для преследующей те же цели нашей партии. Истинный Даштнак-Цаканутюн был и навечно останется родовым клятвенным союзом нашего народа. Ни наша история, ни священная память о наших давших обет мучениках Даштнак-Цканах не смогут снести обратного утверждения. Однако отношения Нжд с руководством Даштнак-Тютюн обострились до такой степени, что в 1937 году он порвал связи с партией, и это значительно повлияло на дальнейшую судьбу движения Цегакрон. Еще в 1934 году Никол Акбалян писал из Бейрута Нжд, находившемуся в США. Движение Цегакрон, которое с таким успехом ширится под влиянием твоих зачаровывающих речей, будет ли иметь продолжение, когда ты покинешь Америку? Имеет ли пророк учеников, которые сохранили бы дух, следовательно, продолжили бы дело? К сожалению, опасения Акбалдяна оправдались, и движение Цегакрон в США после отъезда Нжд начало приходить в упадок. После выхода из партии Нжд продолжает развивать движение Цегакрон. В 1937 году вместе с Айком Асатряном, также покинувшим Даштнак-Тютюн, он начинает издавать в Пловдиве националистическую газету «Размик». В том же году в Софии выходит его работа «Мой ответ», посвященная сюникским войнам. Отдельного внимания заслуживает статья Нжд, опубликованная в журнале «Эрк». Редактор Карапет Палчан, будущий католикос всех армян, Вазген I, где он рассуждает о задачах армянской молодежи, отвечая на вопросы редакции. В этот период Нжд вновь уделяет большое внимание морально-психологической подготовке армянства к возможной войне, воспитанию стойкости и чувства национального долга. С этой целью в 1937-38 годах совместно с Асатряном, Аствацатуряном и другими сторонниками он разворачивает движение Таранаканутюн, официальным органом которого в 1938-39 годах становится журнал «Тароний Артив». В 1938 году, после 13-го общего собрания Даштнак-Тютюн, в Софию прибывает представитель партийного бюро Каро Сасуни. Он сообщает Нжд, что руководство готово удовлетворить его требования при условии отказа от создания новой организации. Нжд отвечает отказом, указывая, что турецкая пресса атакует лично его, но не Даштнак-Тютюн, что члены бюро свободно посещают союзные с Турцией страны, тогда как ему запрещен даже транзит, и что партия проявляет враждебность к движениям Цегакранутюн и Таранаканутюн. Завершая разговор, Нжд выражает сомнение, что новое партийное руководство окажется более дальновидным. С аналогичной миссией в 1939 году с ним встречается ДРО, однако Нжд остается при своем мнении. Созванное в июле 1941 года в Чикаго 8-е депутатское собрание Американской организации Цегакронов постановило переименовать организацию в Даштнак-Тютюн армянской молодежи Америки. Переименование объяснялось тем, что противники Цегакронов в американских кругах распространили мнение, что Цегакроны являются единоверцами и соучастниками нацистов, и одновременно тем, что было трудно объяснить представителям других национальностей значение слова Цегакрон. Это переименование касалось только американских Цегакронов, а в других местах, где влияние Нжд было велико, особенно в Болгарии, где организация была самой крепкой, организация Цегакрон Ухтыр под тем же именем действовали до ареста Нжд в 1944 году. Идеологией движения Цегакрон является Цегакранутюн. Несомненно, учение Цегакранутюн не было создано в идеологическом вакууме. Ему предшествовали идеи о роде, выраженные такими мыслителями, как Алишан, Рафи, Патканян, Варужан, Агаранян и другими. Однако они дали лишь идеи, а не полноценную идеологию. Нжд выпала задача, сконцентрировав и обобщив существующие армянские идеи о роде, систематизировать их и придать целостный вид, заложив основу учения, которое он назвал Цегакранутюн. Идеи Цегакранутюн не родились в зарубежных колониях, а были вынесены с родины. В горных областях, которые они были призваны к жизни и успешно выдержали суровые испытания 1919-21 годов в виде давидбековских клятвенных союзов. В лице наших давидбековских родоохранительных клятвенных союзов и действовал, и победил Цегакранутюн.
Нжд базировал свое учение на той божественной силе, которая именуется армянский род. Цегакранутюн прежде всего это осознание своего происхождения от этой силы, сущности, гордость этим происхождением и клятва, обет, посвятить себя роду и до конца жизни оставаться верным ему. Для Нжд ни одно из определений понятия «род», данных антропологии, не является приемлемым. Согласно Нжд, трудно определить это понятие научным языком. Здесь может идти речь только об относительной научности. Он утверждал, что недостаточны старые термины, поскольку ими нельзя полностью охватить суть понятия «род». Согласно его обобщению, род – это скорее душа, чем материя. Род первозданен и существует с начала творения. Род первозданен как Бог, свидетель веков, вечный армянин, соучастник Бога. Род – это синтез духа и крови, психический склад и биологическое строение одновременно. То неповторимое, духовное и чисто телесное, которое придают человеческой породе самобытность и своеобразие, и благодаря которым человеческие типы отличаются друг от друга. А Цегакранутюн – это усилие, стремление сохранить и увековечить эту самобытность. Это желание, побуждение жить по-армянски. В основе Цегакранутюн лежат два основополагающих принципа. В наших несчастьях виноваты прежде всего мы сами, нужную нам силу следует искать в нас самих. Чтобы народ мог подняться и развиваться, он должен знать и ценить свои корни. История, культура, традиции и достижения рода – это та основа, которая помогает осознать свою уникальность. Но важно не только гордиться своим наследием, но и честно видеть его слабости, стремиться их исправить и становиться лучше. Цегакрон учит познать себя через род. Личность формируется через коллективный опыт народа, его ценности и историю, которая по Нжд является священной книгой, хранящей уроки прошлого и ключи к настоящему. Вера в род – это разделять его боль, радости и цели, становясь частью борьбы за его будущее. Свобода личности, согласно Цегакрону, достигается через служение интересам рода, где подчинение коллективному благу – высшая форма свободы. Культы Цегакранутюн, культ Родины, почитание земли, где армянский род творил и свою историю, культуру и жертвовал собой ради любви и свободы. Культ крови. Культом крови обусловлены духовно-телесные черты своего рода. Цегакранизм проповедует чистоту армянской крови, в чистоте которой видится будущее армянской нации. Культ языка. Родной язык – основа духовного выживания. Цегакрон требует говорить по-армянски и почитать язык, от которого зависит будущее рода. Культ пожертвовавших жизнью. Почитание героев, проливших кровь за честь и вечность рода. Культ предков. Духовная связь поколений передает вечное пламя рода. Разрыв между ними лишает молодежь духовной почвы и перспективы. Особое благовение Цегакрон питает к рыцарям, мамиконянам, чья преданность родине и готовность к самопожертвованию служит примером. Культ силы принадлежит сильным духам, мыслью и кулаком. Цегакрон призывает к мощи и храбрости. Культ вождя. Цегакранизм учит почитать праведного лидера рода, чья воля формирует судьбы народа, его расцвет и упадок. Цегакранутюн – это путь бескорыстного преданности нации, духовной связи с предками и стремления к силе во имя рода и будущего. Часто с умыслом или без Цегакранутюн трактуется как заимствованный фашизм или нацизм, когда в 1933 году на общем собрании Даштак-Тютюн спросили Нжд, не является ли проповедуемое им учением фашизмом или гитлеризмом. Он ответил: проповедуемое мной не является ни фашизмом, ни гитлеризмом. Я желаю выявить наши старые исторические подвиги и армянские культурные достижения, которые остались под слоем. Фашизм – итальянское проявление национализма, нацизм – германское. Абсолютно армянской является идея учения Цегакранутюн. Еще и речи не было о фашизме и гитлеризме, когда эта идея в 1919 году породила давидбековские клятвенные союзы на Сюникской земле. Общим в учении Нжд и в гитлеризме в основном является только то, что оба учения провозглашают вид, род высшей ценностью, что характерно для любого националистического учения. Однако важнее существующие между ними принципиальные расхождения, из которых перечислим некоторые. Гитлер провозглашает арийский род, определение которого у него расплывчато, единственная культура созидающей расой. Остальные нации считают более низкими человеческими видами. Нжд воздерживается от проповеди
избранности или исключительности. Только настоящий националист умеет полюбить весь мир. Это и есть армянский национализм, а не то, какой его видит определенная часть религии. Армянский националист не возвышает свою нацию, не принижает другие нации. Он во главе угла лишь ставит свою нацию и родину, живет, работает и творит во имя и во благо рода. Но любовь к роду не должна вести к силе всему человечеству. Гитлер оправдывал стремление к территориальной экспансии необходимостью так называемого жизненного пространства, игнорируя естественные границы родной страны. В отличие от этого, цигокранизм не подразумевает экспансионизма. Гитлер считал евреев злом для человечества и разрушителями культуры, делая антисемитизм центральным элементом своей идеологии. В отличие от этого, цигокранизм отвергает расизм и не предполагает подчинение других народов армянам. В отличие от диктаторов, таких как Гитлер и Муссолини, чьи идеологии опирались на установление тоталитарных режимов и личной диктатуры, цигокранизм не предполагает диктатуру, хотя сам НЖД не проявлял особой симпатии к демократическим идеям и институтам, а скорее наоборот. Моральная демократия останется мечтой из-за несовершенства человеческого существа, так же как и истинное христианство осталось мечтой. Что касается лидеров арифметической демократии, то хотя теоретически они на бумаге подчиняются воле народа, на практике они раздробляют и искажают дух нации, используя его для служения своим личным и партийным интересам. Европейская война была попыткой похоронить эту анархизирующую и развращающую форму правления, которую отвергают человеческий разум и мораль, а также ее духовного родителя – либерализм. И сегодня, 2 десятилетия спустя, новая война завершает ее погребение. Неубедительно также утверждение писателя Амостеха, что его, НЖД, понятие чувства рода идет преимущественно от еврейского народа. Хотя НЖД с уважением относился к сионизму, как и к другим патриотическим националистическим учениям, однако необходимо однозначно сказать, что источником вдохновения для него был армянский род с его трагической и героической историей. Движение Цегокрон не имеет и не могло иметь ничего общего с иностранными учениями, поскольку оно прежде всего реформистское движение, возрождение, которое возможно только с помощью собственных, а не заимствованных ценностей. Часто без должного обоснования утверждают, что учение НЖД сформировалось под влиянием идей Ницше. Действительно, культ силы НЖД, афористичный стиль его речи в определенной степени имеет сходство с идеями и стилем Ницше. Однако между ними есть принципиальные различия, как в мировоззренческом плане, так и, следовательно, в вопросах этики. Например, осью философии Ницше является индивидуум, сверхчеловек, который выступает как цель. Основой учения НЖД является род, а родовой человек – средство для рода. Ницше – антихристианин, отрицает любую уступку христианству и не признает какое-либо преобразование в нем. НЖД не отрицает христианство, он ставит задачу переоценки роли и задач армянской церкви. Ницше вообще отвергает идею Бога, НЖД признает его существование. Цигокранутюль – это не религия, это полностью светское учение. Если это религия, то религия родовой гордости, силы и мужества. НЖД не призывал вернуться к старой религии, возродить язычество, поскольку понимает наивность этой мысли и предвидит возможные опасные последствия. Тем не менее, он не скрывает своей симпатии по отношению к армянской старой религии и к языческому прошлому. Чтобы приблизительно охарактеризовать тот или иной род, его необходимо наблюдать в зеркале его души, в его религии. Соответственно степени своего умственного и нравственного развития, род отражает в своей религии свои психологические черты, свое мировоззрение, свою метафизическую сущность. Армянин жизнеспособен, утверждает наша старая языческая религия. Жизнеспособен армянин – вот источник нашей надежды и мощи. НЖД с восхищением говорит о непревзойденной человечности и высоком рыцарском духе дохристианского армянина. Армения времен Ваагна и Анаид, я вижу такие духовные черты, такие добродетели, о которых можно лишь мечтать в нашу, сколь высокомерную, столь духовно бедную и бесчеловечную эпоху. НЖД не против христианства, но не является и фанатичным приверженцем Христа. Даже считает жертвами христианской морали, которая продолжает играть роль белил и румян, вуали и маски для душ сильных.
Он уважает личность назаретянина, как героя идеи, как бога-человека, однако считает его утопистом, а его речи возвышенными, но при недопонимании, точнее при буквальном восприятии, опасными. Вообще интересна трактовка личности Христа НЖД. Христос любил, потому что был силен. Он любил, потому что был могуч до уровня любви и прощения. Он пожертвовал собой, потому что был героем идеи. Только мужественный и смелый, только герой может жертвовать собой. Ликвидировав существующую между жизнью и смертью преграду, назаретянин сказал «нет смерти» и тем самым стал вечным сеятелем великанов духа, святых, мучеников, героев. Привлекает внимание также вопрос им христианина. Христианин не тот, кто неправильно понял стихию христианского учения, попал в сети предубеждений и ослабел до степени исчезновения, а тот, в ком есть нечто от Христа, хотя бы искорка души всемогущего Бога-человека. НЖД ставит вопрос не о ликвидации армянской церкви, которая неправильно восприняла завет христианской любви, и вследствие этого на многие века стала причиной беспримерной трагедии нашего народа, об ее национализировании, об идеологической переоценке. Армянская церковь должна подвергнуть переоценке свое ошибочное понимание христианской любви, должна иметь своим примером личную жизнь Христа, должна говорить о мужественном, способном любить и жертвовать народе, если желает, чтобы следы христианства остались в Малой Азии и в Армении. Самозащита армянского народа – таким должен быть новый символ веры армянской церкви. Обожествляя род, НЖД уповает на помощь могучих родовых богов Айка и Вагна, которые должны поднять наш разящий кулак и направлять наши удары. Почитая мужество и силу, НЖД отводит существенную роль, в особенности культа Вагна. С Вагном мы должны говорить теперь, богом древних мужественных армян. Новая священная книга должна быть вложена в руки нашего народа, Евангелие мужества. НЖД говорит, что обобщенная душа армянского народа обязательно должна возродиться верой в нашего древнего могущественного бога. В честь Вагна должны подняться храмы повсюду, где живет армянин, в каждой душе, так как мужество было вечной обязанностью тех наций, которые не хотят умереть. «Стань мужественнее, сделай мужественнее» должен быть девиз сегодняшнего дня. Однако НЖД не противопоставляет Вагна и Христа, или армянское и христианское, а видит их в глубине сопоставимыми. И одновременно он делает интересное заключение. Непрощенной ошибкой было бы объяснить верность армян христианству лишь религиозным чувством. Армянской душе чужд фанатизм. Сознание армянина давно уже преимущественно национальное. Армянин очень скоро армянизировал христианство. Истинная религия армянина – армянизм. Таким образом, Цегакранутюн подчиняет вероисповедание национальности, выдвигая девиз «Род превыше всего». Цегакранутюн не борется против христианства или армянской церкви и не требует перемены веры, а лишь напоминает, что старые боги – свидетели нашего рождения и носители наших родовых качеств. Лучшим выражением наших родовых стремлений является наша языческая религия, которая предстает перед нами как концентрация наших родовых ценностей. Так комментирует отношение учения Цегакранутюн к старой вере Арминак Барсигян в своей книге «Движение цегакронов». Из двух видов национализма, национального индивидуализма и национального эгоизма, Цегакрон предпочитает первый, который есть не что иное, как справедливое и плодотворное стремление нации, индивида остаться верной духу своего рода, совершенствовать свой исторический тип и защищать свою свободу. Это стремление Цегакрона полностью соответствует великим принципам общечеловеческой мысли и изложено в кредо Цегакрона. Цегакрон является своеобразным сочетанием гармонии родового и общечеловеческого. Цегакрон не проповедует вражду по отношению к другим нациям. Цегакрон – это не национальный фанатизм, трубящий об исключительности избранности своей нации. Это здравый национализм, утверждающий самобытность и индивидуальность своего рода.